Сегодня сериал «Приди и обними меня», 2018 год. Авторы сценария Пак Сон Ын и Ли Арам. Режиссер Чой Чун Бэ. В ролях Хо Чун Хо, Чан Ки Йон, Джин Ки Джу. Жуткий сериал, просто наижутчайший. Во всяком случае, из того, что я видела. Пожалуй, самый страшный корейский сериал. Сюжет. Семья: папа, мачеха, два пасынка для жены и падчерица для мужа. Мачеха день и ночь работает в кафе, у мужа собачья ферма, старший пасынок хулиган, младший отличник, падчерица еще маленькая. Но отец семейства — фигура зловещая, как выяснится потом, психопат и серийный убийца, орудие убийства — молоток. В эту местность переезжает семья. Папа, мама — известная актриса, сын и дочь, и когда они едут на машине, по дороге им попадается на пути младший мальчик, который тащит на спине неродную сестренку. Кажется, они хотели подвести мальчика, так они впервые познакомились. И однажды в дождь девочка из переехавшей семьи ищет собаку и забредает в подвал соседнего дома, где в клетке заперта ее собака. Хозяйский мальчик пытается сбить замок, чтобы освободить собаку, и тут появляется отец. Все замерли. Девочка, запинаясь, объяснила, что ищет собаку, а он начал ей выговаривать, что нельзя заходить в чужой подвал без разрешения. Вот эта сцена была, очень страшной. Темный грязный подвал, железные клетки для собак, зверская рожа отца и страх сына и девочки. У меня внутри все оборвалось. Собаку освободили, и мальчик пошел провожать девочку домой. Чувствовалось гигантское напряжение. Там, конечно, родители девочки приняли мальчика как родного, переодели. И, возвратясь домой, мальчик сказал отцу, что девочка ему нравится. Отец-психопат убивает родителей девочки, объясняя это тем, что надо убирать все препятствия на пути младшего сына. Но девочку спасает младший сын убийцы и заявляет на него в полицию. В суде выступает свидетелем, отца сажают. Хотелось бы остановиться на актере Хо Джун Хо, который играет отца-психопата, убийцу, серийного убийцу. Оказывается, его папа тоже был знаменитым актером. Наверное, он талантливый актер. Да, бесспорно, наверное. Он играет как положительных персонажей, так и отрицательных. Но меня удивляет не это. В сериале «Пропавший» он говорит о себе, что он красивый и мог бы стать актером, чем вызвал удивление и смех у персонажа Го Су. Я так и не поняла, шутил ли он или действительно персонаж так думает. И в этом сериале тетки донимают мачеху, говорят о муже-психопате как о красивом мужчине и что он ей изменяет. У актера, рост 180. Учитывая, что он 64-го года рождения, весьма неплохой рост для корейца этого поколения. Но лицо не просто некрасивое, а, на мой взгляд, просто устрашающее. Я бы не смогла его назвать даже просто симпатичным. Почему его все, и даже он сам, считает себя красавцем? Кроме того, я думаю, что он обладает скверным характером, но это мое предположение. В общем, в этом сериале он наводит ужас на всех. Правда, очень страшно. Мачеха, движимая ревностью, следит за мужем и становится свидетелем убийства девушки. В ужасе она хватает дочку и совершает с ней побег. При этом она сталкивается с младшим пасынком и говорит: «Вас течет его кровь дурная, а девочка моя вообще ни при чем». Старший вырос с хулиганом, чуть ли не бандитом, а младший стал хорошим копом. Ну а в семье, где убили родителей, девушка стала актрисой, а ее брат прокурором. Хотелось бы остановиться на персонаже мачеха. После того, как отца посадили, она разыскала пасынка и стала просить его пойти с ней и просить прощения, что сразу не забрала его с собой. Она говорила, что с этого дня она станет ему настоящей матерью, что она всегда будет держать его руку. «Мама будет тебя защищать, сынок, мама всегда будет рядом». Оба рыдают. По финалу так и вышло. Сбежавший из тюрьмы отец-психопат хочет убить бывшую жену, но старший пасынок-хулиган заслоняет ее своим телом. Ну и она тоже, то есть с переменным успехом они друг друга защищают. В общем, персонаж мачехи и актриса вызывают во мне чувство восхищения. Воспитывать и любить чужих детей, мне кажется, практически невозможно. Можно было бы понять, если муж и отец этих чужих детей содержит тебя, жалеет, помогает, наконец, любит. Но этого всего нет. А наоборот, он представляет угрозу как для родных сыновей, так и для ее дочки. В общем, все это очень драматично и трогательно, и старший сын-хулиган, который был хулиганом только чтобы угодить отцу, в финале понимает, что чужая женщина, которая беспокоилась за него,
и готова была отдать за него жизнь, ближе и роднее, чем отец-психопат, который разрушил его жизнь. Ну а младший все переживал, что в его жилах течет кровь убийцы. И отец все внушал ему, что он похож на него. Конец счастливый. Актриса и полицейский вместе. Старшего сына посадили, но семья будет ждать его. Ну, а отец-психопат снова в тюрьме. Еще раз хочу сказать, что очень страшный персонаж и актер. А орудие убийства молоток вселяет дикий ужас. Очень страшное кино. О чем сериал? Наверное, о чувстве вины, ответственности за совершенные преступления твоим отцом и братом, о страхе быть похожим на отца-психопата. О любви, которая все прощает, о любви матери к детям, в жилах которых не течет твоя кровь. И еще о том, что иногда доброе человеческое отношение и забота могут победить плохую наследственность. Надо просто постараться. Но из всего из этого меня лично больше всего поразило большое и доброе сердце маленькой худой мачехи. Даже вот говорю мачехи и как-то испытываю неловкость, у которой любви хватило даже на пасынка-хулигана. Традиционный образ мачехи – это дьявол в юбке, который ненавидит детей мужа всеми фибрами своей души. Но здесь, в противовес отцу-дьяволу, выступает хрупкая, необразованная женщина, которая смогла согреть теплом и заботой чужих по крови, но родных сыновей, потому что они были ее семьей. Всем рекомендую. На сегодня все. Всем пока.